Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я с вами хочу разобрать такую тему, как автомобильный кондиционер. В этом видео, ребят, мы с вами разберем, из каких основных узлов состоит кондиционер, как в целом установка работает, на каких физических принципах основана ее работа, а также, что общего у автомобильного кондиционера и у обычного бытового холодильника. Ну и, конечно же, не обойдем стороной основные неисправности климатических установок. Очень надеюсь, друзья, что вы подчеркнете для себя полезную информацию. Я не буду сильно углубляться в научные физические подробности принципа действия холодильных установок. Я расскажу лишь основополагающий принцип, в общем, на основе которого и базируется действие кондиционеров, холодильников и, в общем-то, любой холодильной установки. Для упрощения понимания этого вопроса приведу такой интересный пример. То есть вспомните ситуацию, когда вы купаетесь летом в ветреную погоду, выходите из воды, то есть капли воды находятся на вас, ветер вас обдувает, жидкость с вас испаряется и вы замерзаете. То есть когда вы обтерлись полотенцем, то есть у вас тело уже не влажное, то, в принципе, вам уже становится не так холодно. То же самое, ребят, мы можем почувствовать, когда нам врач делает укол, он смазывает место укола спиртом. Спирт, в общем-то, легко летучая жидкость, которая быстро испаряется и отнимает тепло у участка тела, где помазали. На испарение жидкости необходимо большое количество теплоты. Вот, собственно, без особых физических формул там, и особых углублений в науку, в теорию, можно понять, как работает холодильная установка. То есть это такая установка, в общем-то, замкнутый контур, где постоянно происходит превращение рабочего тела, то есть хладагента, из жидкого состояния в газообразное и обратно. Можно провести такой небольшой практический эксперимент. Если у вас есть какой-нибудь газовый баллон, допустим, для портативных газовых приборов, ну такой, знаете, да, продается, в общем-то, газ, который там находится, обычно там бутан, изобутан, пропан, то есть он будет выполнять роль хладагента, то есть он находится в баллоне под давлением, и давление там таково, что газ находится, то есть жидкость, вернее, он уже под этим давлением находится в жидком состоянии. А над этой жидкостью внутри баллона находятся насыщенные пары. Вот эта система в баллоне, в замкнутом, находится в термодинамическом равновесии. Если вы нажмете, то есть поставив баллон вертикально, когда у вас сверху будет газовая фаза, нажмете на клапан выпуска газа, значит, начнет выходить газ, то есть газовая его фаза, которая находится над жидкостью, он будет, в принципе, выходить, и сильного охлаждения, то есть ни ниппеля, на который вы нажимаете, ни самого баллона, если газ, конечно, не сильно интенсивно будет расширяться, то есть сильного охлаждения вы как такового не заметите. Но, ребят, стоит вам его перевернуть, когда у вас начнет выдавливаться через клапан жидкая фаза, то есть этого газа, то есть в виде жидкости, он будет интенсивно расширяться в условиях атмосферного давления, то есть и попав на предметы, на которые вы его направите, там, будь то там доска какая-нибудь или стол, вы увидите прям отчетливо образование инея и наледь. Вот на примере этого баллона с хладагентом я сейчас вам это и продемонстрирую. Смотрите, если я сейчас приоткрою вентиль, слышно прекрасно, да, что у нас выходит газ, но ничего не происходит. То есть выходит просто газ комнатной температуры, то есть температуры, которая у нас имеется сейчас в баллоне. Никакого охлаждения я здесь интенсивного не наблюдаю. То есть, но, смотрите, ребят, если сейчас я переверну, я его перевернул и открыл на то же значение. Сразу, короче, у нас морозяка. Смотрите, на железо направлю. Прям видно, как это все дело у нас намораживает, потому что у нас вылетают капельки жидкости, они интенсивно начинают кипеть, испаряться и забирать тепло из окружающей среды. В общем-то, здесь у нас происходит фазовый переход из жидкого состояния в газообразное. Вот, короче, если подставить руку, короче, прям ее сразу замораживает. Обратите внимание, вот как замерз у нас вентиль.
Весь покрылся инеем, абсолютно весь. То есть вот этот газ в жидком состоянии в условиях атмосферного давления начинает кипеть, начинает интенсивно испаряться и забирать тепло из окружающей среды. Но если с приведенными примерами в принципе все ясно и понятно, то есть вы из баллона газ выпустили, он улетучился куда-то в атмосферу, вы его больше никогда не увидите, то как же работает это все в автомобиле, в вашем домашнем холодильнике? Давайте разберемся поподробнее. В состоянии покоя, когда у вас компрессор установки не включен, хладагент в системе охлаждения находится в состоянии термодинамического равновесия, точно так же, как в баллоне. То есть он там просто находится в состоянии жидкости, а над жидкостью у вас находятся непосредственно насыщенные пары этого хладагента. Давление же в системе в состоянии покоя зависит, ребят, только от температуры окружающего воздуха. То есть насколько в данный момент у вас нагрет хладагент от температуры окружающего воздуха, такое давление будет у вас в системе. То есть таблица зависимости этих показателей друг от друга. В общем-то, для каждого хладагента она своя. Но заблуждение многих в том, что говорят, у меня давление в системе есть, оно нормальное, там, ну, оно будет, даже если у вас там будет треть или даже там меньше нормативного количества хладагента. То есть это нужно понимать. Плавно мы с вами подбираемся, в общем, к основным конструктивным элементам климатической установки. И здесь давайте остановимся поподробнее. В общем-то, в любой климатической установке компрессорного типа используются эти элементы. То есть в том или ином виде вы найдете их в любой холодильной установке. Почему я так заострил внимание на слове компрессорные установки? Вы спросите, а что, бывают другие? Да, бывают другие, в общем, физические принципы охлаждения, то есть переноса тепла из одного места в другое. Например, элементы Пельтье, основанные на эффекте Зейбека. В общем, сильно углубляться не будем. Если вам интересно, то есть я даже сниму на эту тему видос про автохолодильники, которые как раз-таки, где применяются вот эти как раз-таки элементы Пельтье. А сейчас поговорим непосредственно о компрессорных холодильных установках, о компрессорных кондиционерах, которые применяются везде, на всех современных и не только современных автомобилях. Любая, абсолютно любая климатическая установка, будь то ваш домашний кондиционер или кондиционер в автомобиле, не может обойтись без главного ее элемента. Это компрессор. Компрессор, вопреки общераспространенному заблуждению, не гоняет хладагент по системе. Точнее, он его гоняет, но его основная задача не осуществлять циркуляцию хладагента, а основная же его задача повышать давление хладагента. Далее, ребят, что происходит? Далее сжатый и с повышенной температурой газообразный хладагент из компрессора по трубке поступает в так называемый конденсатор. Это такой радиатор, так называемый радиатор внешнего контура, то есть его еще называют конденсер, то есть как угодно его называйте. Почему он так называется? Да потому что в нем происходит конденсация. Конденсация вот этого вот газообразного нагретого хладагента из-за того, что этот конденсатор постоянно обдувается окружающим воздухом, и температура воздуха, как правило, ниже температуры хладагента, который циркулирует вот в этом вот конденсере. То есть здесь получается такой принцип: если вы подышите на холодное стекло своим теплым влажным воздухом изо рта, то есть вы увидите, как на стекле образуется конденсат. Тот же процесс происходит внутри конденсатора вашего автомобиля. В конденсере таким образом по капельке, в общем, накапливается хладагент жидкой фазы, то есть он превращается уже здесь в жидкость, в нагретую жидкость, то есть температура его еще достаточно высока, то есть теперь его нужно где-то накопить. То есть для этого у нас служит так называемое устройство ресивер-осушитель. Во многих современных автомобилях чаще всего этот узел у нас совмещен непосредственно с конденсором. Если вы обратите внимание, сбоку конденсора есть такой вертикальный цилиндрический, в общем-то, как емкость,
где непосредственно у нас происходит осушение и скапливание жидкой фазы хладагента. Раньше, в общем-то, ну, может и сейчас на некоторых автомобилях, вот, например, на большегрузной технике, ресивер-осушитель вынесен отдельно. То есть вот и на схеме здесь вот вы видите его прекрасно, он вынесен отдельно. Что из себя представляет ресивер-осушитель, расскажу в двух словах. Это цилиндрическая емкость, ну, чаще всего цилиндрическая, где имеется у нас силикагель. То есть, что такое силикагель, все себе представляют. Если вы вдруг не знаете, обратите внимание, когда покупаете обувь. Вот этот пакетик беленький с прозрачными шариками, вот эти прозрачные шарики, это и есть силикагель. То есть, это такое абсорбирующее вещество, которое очень хорошо впитывает влагу. Вы спросите, откуда влага у нас в хладагенте? Попасть она в систему, влага, может только одним путем, при разгерметизации системы. То есть, если у вас установка поломалась, где-то порвался шланг или штуцер отошел, то есть система разгерметизировалась, некоторое время вы ездили так, влага из воздуха попала вовнутрь, и, в общем-то, она там и остается. Для этого, кстати, у нас есть процедура вакуумирования. Она не столько для проверки герметичности системы, сколько для удаления влаги из системы. Другими путями, когда у вас система исправна, когда она заправлена хладагентом, она исправно работает, другими путями влага туда никогда не попадет. Эта система замкнутая, холодильники, вспомните советские, там ЗИЛ с такой ручкой, в общем, ничего не происходило, они работали по 20-30 лет, в общем-то, непрерывно, и никакая влага туда не попадала. Так, ребят, ну вот мы и подбираемся уже к развязке нашего процесса, в общем, превращения, и подходим непосредственно к кульминации. Вот эта вот жидкость, которая у нас в конденсере образовалась, которая в ресивере осушителе у нас накопилась, в общем-то, дальше по трубке проталкивается к так называемому ТРВ, терморегулирующему вентилю. К слову сказать, в холодильнике, в нашем обычном, а также в кондиционерах, которые у вас стоят дома, если это такие простые кондиционеры, там не навороченные, там вместо ТРВ стоит капиллярная трубка. И сразу же у нас имеется вот понимание, для чего нужен этот ТРВ. Вот так называемый, можно его по-другому еще называть, расширительный клапан. Он нужен у нас для дросселирования вот этой жидкости, то есть там отверстие маленькое, в общем-то на этом отверстии происходит дросселирование жидкости, то есть падение давления, соответственно уменьшение давления вот этого хладагента, его расширение, то есть и испарение. ТРВ бывают разных конструкций, выглядят они приблизительно вот так, но неизменная часть их конструкции, обратите внимание, это такая вот тарелка, которая находится на клапане, которая призвана, в общем, регулировать непосредственно подачу хладагента в зависимости от температуры испарителя. Так, друзья, ну вот, а сейчас я в руках держу терморегулирующий вентиль, так называемый ТРВ или расширительный клапан. В общем, в данном случае это расширительный клапан фирмы Denso, то есть можете прочитать, да? В общем, он выполнен единым блоком с чувствительным элементом. Как я уже говорил, в общем-то, бывают у нас ТРВшки, когда вот эта штука у нас находится непосредственно на ТРВ. Отсюда у нас идет тоненькая трубочка, и чувствительный элемент, такая колбочка медная, уже заводится в испаритель, либо на трубку прикрепляется после испарителя. Она у нас, в общем-то, воспринимает температуру вот этой трубки, газ внутри сжимается, расширяется и воздействует на вот эту мембрану, которая находится здесь внутри, двигая иглу. То есть внутрянку сейчас я его постараюсь показать, насколько это возможно, то есть для понимания. Ну вот, в общем-то, друзья, давайте попробуем попробую вам внутрянку этого клапана. То есть, ну, соответственно, разбирать я его не буду, но, в принципе, покажу, как что, куда выходит, как что работает. Смотрите, вот как раз таки испаритель, где он стоял, благословять. То есть, вот здесь у нас каналы, игла, обратите внимание, внутри проходит игла. Здесь вот с этой стороны у нас подводится хладагент в жидком состоянии уже после конденсера и после ресивера осушителя. Соответственно, там видно пружинка.
понятно, что вот эта игла перекрывает вот этот канал, то есть там создает маленькое отверстие, через которое дросселирует, в общем-то, хладагент. Потом все это дело у нас монтируется вот сюда. Это, понятное дело, с уплотнительными кольцами. То есть монтируется сюда, прижимается болтами. Получается, здесь у нас происходит впуск хладагента. На ТРВ он начинает у нас интенсивно кипеть, испаряться. Этот процесс продолжается у нас во всем испарителе. И отсюда уже должен выйти газ. То есть в идеале у нас хладагент должен полностью испариться в испарителе, чтобы установка наша эффективно работала. То есть в этой тарелке находится газ, который расширяется, либо сжимается под действием температуры испарителя. А внутри находится мембрана, к которой прицеплена игла. Вот здесь мембрана, игла. То есть мембрана у нас изгибается, игла у нас либо вытягивается, то есть вперед выталкивается, либо втягивается, тем самым открывая, приоткрывая, призакрывая канал, по которому к испарителю, уже забегая вперед, в общем-то, к вот этому элементу, уже подается хладагент в жидком виде. Соответственно, чем у нас больше съем тепла в автомобиле, то есть вы включили на полную там вентилятор, вам нужно много, в общем-то, удалить тепла из автомобиля. У нас ТРВ приоткрывает, то есть приподнимает иглу, поступает больше хладагента в испаритель, соответственно, производительность установки увеличивается. Друзья, подошли мы к четвертому, к последнему такому ключевому моменту всех климатических установок. Это так называемый испаритель. Вот он здесь находится на схеме, вы его видите, выделен голубым цветом. Это испаритель, это эвапоратор, то есть, ну, если по-английски там испаритель перевести, то получится evaporator, то есть, ну, эвапоратор его многие называют. Также его называют радиатор внутреннего контура. То есть, что происходит непосредственно в нем, вы уже, наверное, догадались. После ТРВ, то есть ТРВ стоит непосредственно перед испарителем, то есть на ТРВ у нас происходит понижение давления хладагента, то есть его, можно сказать, разбрызгивание, то есть и поступление в испаритель. Двигаясь по змеевику, по трубкам испарителя, то есть по сотам испарителя, он у нас начинает там кипеть интенсивно, то есть потому что испаритель для нашего хладагента, он чрезвычайно горячий, то есть в этом состоянии. При кипении, то есть при испарении, как мы уже помним, вот эта жидкость, она забирать начинает тепло от испарителя. Соответственно, при продувании его воздухом вентилятора, то есть отопителя, у нас в салон начинает поступать холодный воздух. Идеально настроенная установка климатическая должна работать таким образом, чтобы весь хладагент, который у вас был в жидкой фазе, в испарителе превратился опять в газ. То есть на выходе жидкого хладагента у вас быть не должно. Соответственно, количество хладагента в системе подбирается для каждой установки индивидуально. То есть поэтому заправка производится обязательно по весу. То есть вес хладагента, то есть он чаще всего указан в инструкции, то есть в заправочных объемах, либо на корпусе, там, либо где-то вынесен на каком-то элементе системы кондиционирования. То есть этот показатель важный. И просто так от балды, там, купив портативный баллон для заправки, в общем, системы, я не советую, что если у вас там есть уже хладагент, то есть, ну, какое-то его количество остаточное, и вы вдуете туда еще номинальное количество, которое вы купили в магазине, то эффекта вы не получите, а только навредите, в общем-то, своей системе. Вот, друзья, в общем-то, как-то так выглядит у нас вживую испаритель. В данном случае он достаточно сильно здесь загрязнен. То есть на просвет, не знаю, вам видно, просвет в принципе есть, но вот местами
где у нас грязь уже лоскутами висит, соответственно, там уже у нас он продуваться не будет. В общем, отнимать тепло у входящего воздуха он уже не будет. Кроме этого, как я уже говорил, да, вот эта требуха, которая здесь находится, у нас смочится конденсатом, то есть водой, которую он на себя соберет из атмосферного воздуха. И, в общем, там поселятся микробы, грибы, и вы этим всем будете дышать. Наверное, у многих в голове зреет вопрос, в общем, как кондиционер понижает влажность в салоне. То есть все знают такой лайфхак, да, когда в межсезонье, в общем, запотевают у вас окна, дождь идет, влажно, осень, да, вы включаете немножко отопитель, да, включаете кондиционер, у вас начинает поступать теплый сухой воздух, стекла отходят, становится все классно. Происходит это таким образом, то есть испаритель, в общем, имея низкую температуру, там порядка 2-3 градусов по Цельсию, в общем, является очень такой холодной поверхностью. Воздух теплый, влажный, проходя через него, начинает на нем интенсивно конденсировать, то есть на нем начинает образовываться капельки воды, конденсат, который, скатываясь вниз по испарителю, в общем, попадают в систему дренажа и капают вниз, в общем-то, поэтому вы видите под автомобилем с работающим кондиционером, как правило, лужу воды. Так вот, собственно, вот эта лужа воды, это не что иное, как влага из воздуха, из окружающего воздуха, которую уловил испаритель кондиционера. Вот, друзья, цикл у нас замкнулся, то есть хладагент в виде газа, холодного уже газа, после испарителя по трубке поступает у нас опять в компрессор, на впуск компрессора. Там у нас опять он сжимается, и цикл повторяется. То есть вот этот вот круговертие, этот весь круговорот называется цикл охлаждения. Хладагент в системе никак не стареет, никак не деградирует, то есть он может переходить из состояния в состояние миллиард раз, то есть распространенные заблуждения о том, что он как-то деградирует, в общем-то никак физически не подтверждены. Деградирует в системе масла, то есть для смазки компрессора больше не для чего. В системе есть масло. Оно находится в виде тумана, в виде взвеси, когда кондиционер работает. Когда он не работает, оно оседает по системе. Также в картере непосредственно компрессора тоже содержится. Также в это масло добавляют специальную жидкость флуоресцентную, которая светится под ультрафиолетом, для упрощения поиска утечек. То есть вы увидите под ультрафиолетом легко следы утечки хладагента, если у вас система вдруг разгерметизировалась. Ну что, ребят, вот в принципе мы рассмотрели принцип работы холодильной установки. Сейчас для вас не составит труда ответить, чем она отличается от вашего бытового домашнего холодильника. Да практически ничем. Единственное отличие в том, что там сзади, на задней стенке находится конденсатор, который не обдувается вентилятором, который просто так конвекционными потоками прохладного воздуха из квартиры охлаждается, конденсирует хладагент. Отличается, конечно же, типом хладагента, то есть там обычно R600, то есть это уже взрывоопасный газообразный такой хладагент, который, в общем-то, горючий газ, то есть им автомобили пока не заправляют. Хладагент в автомобилях пока что самый распространенный это R134A. Ну и, соответственно, отсюда же отличие в испарителях. Испарители в холодильнике находятся на задней стенке, в морозилке может быть даже по кругу. И никак они там не обдуваются. То есть охлаждение происходит так естественным образом. Так, ребят, ну вот достаточно, наверное, быстро и, я надеюсь, интересно рассказал я про принцип работы, про основные детали и узлы, в общем, систем кондиционирования. Давайте теперь посмотрим, как они выглядят вживую. На примере моего автомобиля покажу я его основные элементы. Также разберем основные поломки и неисправности систем кондиционирования, чтобы вы своими руками, в общем-то, своими глазами могли сходу определить, что у вас поломалось. Так, ребят, смотрите, открыл я капот. В общем-то, здесь, как на ладони, можно разглядеть, в принципе, основные элементы системы кондиционирования. Перво-наперво бросаются в глаза у нас трубки. В общем-то, так, для информации можно, в принципе, вам подсказать, что
толстая трубка – это трубка всегда низкого давления. Трубка, которая тоньше, это трубка высокого давления, по которой у нас хладагент движется из компрессора к испарителю. Не совсем, в общем-то, здесь удачная компоновка на Ладе Весте, в общем, чтобы увидеть компрессор, то есть к нему доступ снизу лучше. Ну вот, если видно, вот генератор, под генератором находится у нас компрессор. Вот, ребят, смотрите, кстати, удалось мне здесь вам показать датчик давления. Вот он, смотрите, стоит на тонкой трубке. То есть, если давление в системе у нас вырастет сверх установленного значения этого датчика, он у нас отключает муфту кондиционера, тем самым не допуская, в общем-то, превышения этого давления. Но есть датчики, которые у нас работают по двойному принципу. У них уставка, в общем-то, и минимального давления, и максимального. Соответственно, если у вас давление в системе ниже установленного, то есть там нет хладагента, да, либо его очень мало, то, в общем-то, по сигналу этого датчика контроллер не включит у нас муфту кондиционера. Вот там за решеткой радиатора, перед основным радиатором, о, какая-то бабочка, перед основным радиатором находится у нас конденсатор. То есть он обычно такой на современных автомобилях большой, на весь размер практически, в общем, морды. Там же сбоку у него, в общем-то, и ресивер-осушитель, то есть сборный такой коллектор, который у нас собирает жидкий хладагент. После этого вот по вот этой трубке из конденсатора у нас хладагент течет, значит, по этой трубке и заходит у нас, как вы думаете, куда? Правильно, в испаритель, который находится у нас в блоке отопителя в салоне. Из испарителя у нас уже выходит толстая трубка, по которой уже газообразный опять хладагент возвращается в компрессор. В общем-то, могли заметить, наверное, что на трубках здесь у нас имеются клапана заправочные, диагностические, то есть к ним подключается у нас манометрический коллектор, то есть этот клапан, он, в общем-то, стандартный, они не одинаковые, то есть в общем-то, на части низкого давления, на части высокого давления на трубках у нас клапана разные, то есть, в общем-то, система Покайока, защита от дурака, то есть никаким образом специалист, который вам будет заправлять систему, либо ее обслуживать, не перепутает их. Вот, обратите внимание, насколько разный диаметр у, в общем-то, присоединительных штуцеров. А там внутри, в принципе, не знаю, видно будет или нет, вот здесь, наверное, будет видно, обычный автомобильный ниппель. Так, друзья, пока, в общем, мы находимся в этой локации, давайте разберем, в общем, как можно своими руками быстренько отдиагностировать систему. Ну, конечно же, грубо говоря, диагностировать, ну, в общем-то, понять, работает ли у вас установка нормально или нет. То есть, запускаете двигатель автомобиля, включаете кондиционер, ожидаете некоторое время, чтобы система вышла на нормальный режим, и щупаете трубку, то есть рукой. Трубку выходную, толстую трубку выходную из салона, то есть она у вас должна быть холодной, не заиндивелой. То есть если она у вас уже покрывается шубой, то значит у вас хладагент докипает в трубке. То есть, соответственно, он большей частью в жидкой фазе проходит через испаритель, соответственно, не полностью испаряясь в испарителе, соответственно, не забирая тепло из салона, и начинает докипать уже в трубке, соответственно, покрывая ее изморозью и шубой. Соответственно, установка свою функцию выполнять перестает. То есть она должна быть холодной. На ней могут быть капли воды, соответственно, то есть конденсата, но ни в коем разе не снеговая шуба. Трубка же, которая идет у нас из конденсатора, то есть из компрессора, нагнетательная так называемая трубка, тонкая, должна быть теплая. Вы ее пощупали, она у вас теплая, то есть вот эта вот трубка у вас холодная, это прям чувствуется пальцами, не надо там специальных приборов
и установка у вас, в принципе, холодит, нормально у вас чистый испаритель, который продувается свежим воздухом, то, в принципе, у вас здоровая климатическая установка, никаких проблем с ней нет. Разобрали уже случай, да, когда у нас обмерзает выходная трубка с испарителя, то есть которая у нас ведет уже на впуск компрессора, то есть вот эта толстая трубка, толстый шланг, да, то есть когда у нас обмерзает снеговой такой шубой, то есть это у нас избыток хладагента в системе, и он у нас начинает уже докипать вот в этой трубке, то есть это уже у нас как часть процесса испарения там происходит. Непосредственно, если же у нас бывает такой редкий случай, когда у нас обмерзает вот эта трубка, то есть она у нас обмерзать вообще теоретически не должна, но такое редко, но случается. Случается это, ребят, потому что где-то до этой трубки, до испарителя у нас идет процесс дросселирования хладагента. То есть либо же трубка где-то передавилась, то есть передавилась, ее сечение уменьшилось, она начала в этом месте работать уже как ТРВ. Либо же у нас развалился непосредственно силикагель в ресивере осушителе. Такое тоже нередко случается. В общем-то, от тряски, от частых перепадов давления, ну и вообще по разным причинам силикагель рассыпается, подзабивает каналы, которые ведут на выход из трубки, сечение их уменьшается, и на ресивере начинается дросселирование, в общем, хладагента. Процесс у нас получается, кипение хладагента начинается сразу за конденсатором еще, в общем-то, только в начале нагнетательной трубки. То есть пока она у нас по нагнетательной трубке идет до испарителя, хладагент уже в большей части успевает выкипеть, обмерзает эта трубка, обмерзает ТРВ, но сам испаритель, в общем-то, получает уже хладагент в газообразной форме, и, в общем-то, охлаждение установка не дает. Ну, а самые распространенные, конечно же, причины того, что у вас установка климатическая в салоне не работает, это забитость конденсатора и забитость испарителя. Соответственно, для нормальной работы установки у нас должен соблюдаться ряд условий. То есть конденсатор у нас должен продуваться, соответственно, вентилятор должен хорошо работать, который продувает у нас конденсатор. Конденсатор должен быть не забит, то есть продуваемость сот должна быть хорошая. Когда там набито мухоры, когда замяты соты, продуваемости нет никакой, соответственно, хладагент не может сконденсироваться в нем, то есть это нужно понимать, да? То есть это первое условие. Второе условие: компрессор у нас должен эффективно повышать давление хладагента. Когда у нас происходит уже износ поршней, то есть цилиндропоршневой группы компрессора, он не может создать должного давления, повышения давления, температуры хладагента, и, в общем-то, в жидкую фазу переходит мало хладагента, то есть и производительность установки, вообще, в общем-то, работа установки нарушается. Третье условие, ребят, в общем-то, хладагент у вас должен эффективно распыляться, то есть дросселировать на клапане, соответственно, у вас должен быть исправный ТРВ, то есть клапан, терморегулирующий вентиль, расширительный клапан, как хотите его называйте. Там у нас должно произойти снижение давления хладагента и, в общем-то, переход его, уже начало его кипения в испарителе, то есть начинается этот процесс непосредственно в ТРВ, заканчивается он в испарителе. Ну и четвертое, главное условие, то есть мы 4 главных условия работы, хорошей работы климатических установок рассмотрели. Четвертое условие — это, в общем-то, пропускаемость испарителя. Так как испаритель тоже сетчатое, в общем-то, имеет оребрение, также пропускает через себя воздух, также засасывает воздух снаружи, то есть он имеет свойство забиваться, то есть пылью, грязью. Но это еще не самое страшное, ребят. Он, так как, в общем-то, на себе конденсирует влагу из воздуха, а также насасывает на себя пыль, вот эта вот вся бяка, пыль с влагой, там спрессовывается, и селятся в этом месте грибки, бактерии и прочие там бяки, гадости. И
включая кондиционер, в общем, ну, в старых автомобилях, да не обязательно даже в старых, в новых, там, спустя там 1-2 года после длительного, особенно простоя, включая кондиционер, можно почувствовать такой омерзительный запах. И у многих людей, в общем, это вызывает отвращение. Кроме этого, ребят, из-за вот этих вот бактерий и грибов, которые там любят селиться у нас на испарителе, а потом, включив кондиционер, это все у нас летит в салон, вот эта вот вся флора, микрофлора, это гадостная, она у нас попадает в нос, и все благополучно мы заболеваем. Ну вот, друзья, в принципе, мы разобрали основные принципы, основные узлы деталей, основные поломки, то есть основные причины поломок климатических установок ваших автомобилей. А теперь можно поговорить немножечко о обслуживании. К чему же сводится обслуживание непосредственно кондиционера вашего автомобиля? Сводится оно к тому, что вам периодически, то есть, ну, хотя бы раз в полгода, там, хотя бы там раз в летний сезон необходимо чистить испаритель вашего автомобиля. Для этого существуют специальные спреи в виде пены, то есть снимаете вы жабо, снимаете салонный фильтр, вдуваете туда, в общем, эту пену, включаете, в общем-то, кондиционер и вентилятор на полную мощность. В общем, все это дело там должно, по идее, убиваться. Ну и такой приятный запах потом в салоне после этой процедуры. То есть вот это делать нужно. Нужно ли включать кондиционер периодически зимой, как многие советуют? Нет. Этого делать не нужно. То есть столько мифов вокруг кондиционеров существует, и там почитаешь в интернете, диву даешься, просто там что-то закиснет у вас, там поршня заклинят, что там, ребят, может заклинить, если там все находится в масле, в масляной пленке. За зиму простоя ничего не произойдет. Кроме этого, на старых климатических установках, там, где у вас нету датчика температуры, который вас может обезопасить от гидроудара компрессора, вы можете еще и загробить, в общем-то, компрессор, потому что в сильный мороз хладагент в системе у вас просто не сможет превратиться в газообразное состояние, перейти в газообразное состояние, и, в общем-то, в виде жидкости будет у вас циркулировать по системе, в общем-то, не неся пользы в любом случае, там, если даже компрессор вы не угробите, но и особой пользы-то ему не принесете. Так, ребят, в общем-то, ну и еще один момент осталось у нас с вами обсудить, обмусолить. В общем, это чем кондер отличается от климата. У многих такое заблуждение, что у меня климат, это намного сложнее. В общем-то, это не чита кондиционеру. Ребят, климат-контроль в автомобиле призван поддерживать заданную вами температуру. Соответственно, он состоит у нас из блока отопителя и блока кондиционера, которые управляются электронным блоком управления климат-контролем. Соответственно, если вы вручную, когда у вас обычный кондиционер, сами себе устанавливаете необходимую температуру, то есть вам стало холодно, вы убавили, в общем-то, кондиционер, то есть регулируете либо обдувом, либо добавляя теплого воздуха, то есть в радиатор печки, то есть нивелируете вот эту вот разницу. Если же у вас климат-контроль, то вы, установив желаемую температуру, полагаетесь уже на показания датчиков, которые находятся у вас в салоне. То есть количество датчиков там на разных автомобилях разное в зависимости от того, скольки зонный у вас климат-контроль. И уже электронный блок управления климат-контролем подбирает вам, в общем-то, частоту включения компрессора, подбирает вам позицию, в общем, открытия крана печки, то есть подбирает вам направление потоков, то есть управляя, значит, заслонками в воздуховодах, и создавая вам комфортную, в общем, атмосферу в салоне. В принципе, кондиционерная часть на автомобиле с кондиционером, на автомобиле с климат-контролем точно такая же, за исключением, конечно же, наверное, датчиков, на показания которых опирается уже блок управления климат-контролем. Ребят, не удивляйтесь, в общем, что заканчиваю видос я в этой локации. Произошел у меня неприятный казус. Удалил я исходный файл с той концовкой, которую я планировал вставить в это видео. Но думаю, ничего страшного.
Очень надеюсь, друзья, что вам понравился данный видос. Если да, обязательно поставьте лайк, чтобы нам не затеряться, в общем-то, на просторах интернета, чтобы опять встретиться вновь. Подпишитесь на канал. Ну и, в общем-то, как всегда, желаю вам удачи на дорогах. Пока-пока.